6 октября 2003 года не стало Леонида Филатова. Он до последнего выходил в студию, едва держась на ногах, чтобы произнести одну простую фразу, чтобы помнили. Он рассказывал о забытых артистах, о тех, кого страна почти вычеркнула из памяти, но о себе почти не говорил. Почему талантливый актер, поэт и автор сказа про Федота Стрельца ушел так рано, в 56 лет? И о чем молчал Леонид Филатов, человек, который так много сделал для памяти о других, но скрывал свою собственную боль? Будущий актер родился 24 декабря 1946 года в Казани. Когда Лене было всего 7, родители развелись, отец ушел, и мальчик остался с мамой. Вскоре они переехали далеко от привычного дома, в солнечный, пыльный Ашхабад. Жизнь была небогатой, без особых радостей, но именно там у него проснулся талант к слову. В 15 лет Леонид пишет басни и стихи, и их уже печатают в местных газетах. Для советского подростка это было почти чудом – увидеть свою фамилию в печати. Он мечтает о режиссуре, о большом кино, о настоящем театре. И в этих мечтах все чаще звучит одно слово – Москва. После школы Филатов едет поступать в знаменитое театральное училище имени Щукина. Путь туда оказывается не таким простым. Внешность не героическая, голос не громкий, нет той самой открыточной красоты, к которой так привык зритель. Но педагоги чувствуют, перед ними человек с огромной внутренней силой, с особой интонацией, и Леонида принимают. После окончания училища он попадает в один из самых легендарных театров страны – на Таганку. Сцена рядом с Высоцким, Влади, Янковским, Любимовым – это школа, о которой мечтали тысячи. На репетициях он много работает, наблюдает, впитывает, не всегда в первых рядах, не всегда в главных ролях, но постепенно вырастает в актера, которого зрители запоминают с первого взгляда. В кино Леонид появляется в популярных картинах. Зритель видит его в фильме «Грачи», в «Экипаже» и других фильмах. Он не становится суперзвездой первого плана, но каждый его выход точный, живой, настоящий. Однако всенародная любовь приходит к нему не только как к актеру, а как к автору. В середине 80-х годов Филатов пишет сказ про Федота Стрельца «Удалого молодца». Остроумная, дерзкая, написанная простым, почти народным языком история моментально расходится на цитаты. Эту вещь читают по радио, ставят в театрах, ее переписывают от руки, передают друг другу. Фразы из Федота повторяют на кухнях, на работе, в компаниях друзей. Многим в тот момент казалось, что перед ними веселый шутник, легкий рассказчик, человек с блестящим чувством юмора. Но за этим весельем уже тогда скрывалась усталость и тревога о стране, о людях и, возможно, о самом себе. В личной жизни Леонида Филатова тоже не все было просто. Первая жена подарила ему сына Олега. Семья долго не выдержала человека, который все время испытывал себя и мир, жил в творческом напряжении, часто был погружен в работу и в свои мысли. Брак распался, и эта рана осталась с ним надолго. Со временем в его жизнь входит актриса Лилия Рыжкова. Это уже совсем другая история, тихая, верная, почти домашняя. Не громкая страсть, а спокойное, надежное плечо рядом. В 1992 году у них рождается дочь Даша. Друзья вспоминают, дома Филатов был совсем не ироничным и не саркастичным, каким его знали по телевизору. Он был очень нежным и заботливым отцом. Читал дочке вслух, придумывал для нее сказки, любил просто молча сидеть рядом с женой на кухне, пить чай и слушать ее голос. Но отношения с сыном от первого брака так и остались сложными. Он почти не говорил об этом вслух, ни в интервью, ни с посторонними. Тема семьи, долга перед близкими, ошибок прошлого была для него очень болезненной. И, возможно, именно поэтому в своих текстах он так часто касался темы совести и личной ответственности. К концу 80-х и началу 90-х здоровье Леонида Филатова начинает стремительно ухудшаться. Перенесенная тяжелая операция, затем инсульт. Врачи говорили ему прямо: так жить нельзя, нужно остановиться, лечь, беречь себя, думать о лечении, а не о работе. Но именно в это время ему предлагают дело, которое станет его последней большой работой и, по сути, его миссией – программу «Чтобы помнили».
Это была не просто передача. Филатов рассказывал о судьбах артистов, которых страна почти забыла. О тех, кто когда-то был популярен, а потом умер в нищете, одиночестве, тяжелой болезни. Он читал о них как о близких людях, бережно, с болью и уважением. Записи давались ему очень тяжело. После инсульта он с трудом двигался, ему было трудно долго стоять или сидеть. Он быстро уставал, иногда путался в словах и приходилось переписывать фразы. Коллеги вспоминали, бывало, он выходил из студии совсем белый, без сил. Но стоило включить камеры, собирался, как в последний раз. Голос становился тверже, взгляд собранным, и он снова рассказывал о чьей-то сломанной судьбе. Почему он так цеплялся за эту программу? Возможно, потому что очень хорошо чувствовал, и сам может оказаться среди тех, о ком когда-нибудь скажут всего одну короткую фразу «был такой артист». И чтобы помнили, становилось для него не только работой, но и попыткой отстоять само право человека на память. Летом 2003 года Леонид Филатов записывает один из своих последних выпусков. Голос уже не тот, движения скованы, в лице читается усталость, которую невозможно спрятать гримом. Но в глазах по-прежнему живой, внимательный, честный взгляд. 26 октября 2003 года его не стало. Ему было всего 56 лет. Он оставил жену, маленькую дочь, взрослого сына и десятки героев своей программы, чьи судьбы он вернул людям. Похоронили Леонида Филатова на Ваганьковском кладбище, рядом с теми, о ком он столько лет говорил, чтобы помнили. Сегодня его вспоминают по-разному. Кто-то, как автора смешного сказа про Федота Стрельца, который до сих пор цитирует наизусть. Кто-то, как обаятельного киноактера с узнаваемым лицом и особой интонацией. А кто-то, как человека, который до последнего говорил о чужой боли, стараясь не показывать свою. Он редко жаловался публично, почти не обсуждал ни болезнь, ни семейные раны. Может быть, в этом и была его главная тайна. Он предпочитал молчать о себе, чтобы говорить о других. Но каждый раз, когда мы слышим знакомые строки сказа, видим записи его передач или старые кадры из фильмов, мы невольно выполняем его последнюю просьбу. Мы помним. И, может быть, именно в этом и есть главное, что он оставил после себя. Напоминание о том, как важно не забывать тех, кто жил до нас, кто страдал, ошибался, любил и работал, чтобы мы могли жить дальше. Чтобы помнили и его, Леонида Филатова.